Привет! А вот и новый выпуск нашей любимой рубрики про карты мира. Для тех, кто тут новенький, скажу, в этом видео я смотрю карты мира от подписчиков, которые, собственно, их присылают в группу ВКонтакте Bizarre World. Всякие познавательные, исторические, курьезные, смешные и многие другие карты мира, которые мы с вами вместе смотрим. Ну что, готовы к выпуску? Тогда давайте-ка смотреть, что же нам привезла сегодня таки фура с картами. Что-то ты плохо выглядишь, друг. Иммунитет на нуле, здоровье слабенькое, кожа бледная, настроение на нуле. Пора это исправить. Скорее париться в баньку. Баня сделана из сибирского кедра, который будет делиться с вами своей целебной энергетикой. Печь в виде камина создаст уют. Банька удобная, красивая, что самое главное, вместительная. Всей семьей можно париться. Айда Бочка делает реально крутые бани. Установка заняла всего лишь 1 день. Банька хорошо проветривается, не гниет, не рассыхается. А вот и наш парильщик, собственно. Смотрите-ка, какой красавчик. Румяный весь. Заходите, смотрите, выбирайте, заказывайте свой вариант баньки на сайте aidabochka.rf и поправляйте свое здоровье. Ссылочка в описании под видео. Первую карту сегодня прислал Алексей. Пишет, что делал карту весь вечер и всю ночь. Спасибо за труды. Итак, тут мы видим варианты карты королевства Бизария. Это типа страна вымышленная, в которой живут все подписчики канала. Да. Столица тут Липецк, город, в котором я, собственно, сам живу. Есть города админов чата, активных подписчиков. Это города Александр Димитров, Савград, Педлипный, Нуржанград. Звучат реально как настоящие города, правда? На самом севере у нас город странный такой, Бизарск-на-Коле. Есть город Батьковск, конечно же, Байкал. Я рад, что уникальное озеро в составе Бизарии. Спасибо за карту. Следующая карта от Виталия. Это карта карикатурная, прошлых веков. А если точнее, событий 1899 года. Тут мы с вами видим Николая II, русского царя, видимо. За ниточки так дергает другие страны мира. Между собой грызутся скандинавы. В Европе какая-то вакханалия вообще происходит. А в углу экрана видно карту того времени. Там еще, посмотрите, Австро-Венгрия была, Турецкая империя. В общем, Европа была другой. А так, конечно, карта прикольная, да? Сразу же на контрасте глянем еще одну карикатурную карту Европы. Это уже современные. Точнее, конца 13-14 годов. На Европу обрушился экономический кризис. В общем, тут много событий всяких. Покажу вам некоторые из них на паузе, можете прочитать не спеша, что и как. В Украине мы видим, происходит Майдан. Орел в виде Путина держит в руках, так сказать, когтях Лукашенко. Меркель победила на выборах и стала канцлером Германии. Швейцария держит все деньги Европы в закромах, а Норвегия нашла нефть и кайфует. Вот такая вот карикатурная карта современности. Ставь лайк, если тебе понравилось. Следующая карта от Спор Лера. Это карта, как он пишет, Казахской империи. Вот так примерно мог выглядеть современный Казахстан, по его мнению. А что? Возможно, где-то, может быть, в альтернативной вселенной Казахстан действительно такой, какой на карте. Почему бы и нет? Возможно, это отсылка к казахскому ханству. Это казахское государство на территории современного Казахстана и сопредельных с ним государств, образовавшиеся в процессе распада Золотой Орды еще в далеком 1465 году, и узбекского ханства. Выглядело казахское ханство вот так.
по сути, весь современный Казахстан и немного смежных таких промежуточных территорий. Так вот. Следующую карту нам прислал Матвей. Это карта ядерного оружия, находящегося в странах НАТО, американского. НАТО — это военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, кто не знал. Так вот, тут видно, что американское ядерное оружие есть в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и даже Турции. Не, ну нормально так американцы, да, свое ядерное оружие раскидали по Европе. Так беспалевно. А так вообще, на мой взгляд, если бы не было ядерного оружия, уже давно бы была Третья мировая война. А так, ядерное оружие сдерживает крупные конфликты между большими странами. Как ни крути, правда? Следующая карта от Виктора. Он пишет, что рисовал эту карту Европы, так сказать, в стиле кантрибол. Целую неделю рисовал. Ну, получилось, на мой взгляд, прикольно. Россия в шапке-ушанке, на голове казахского кантрибола ракета. Видимо, это отсылка к Байконуру. Оттуда запускали ракеты в космос. Норвегия с короной. Франция с усиками смешными. Британия, как положено, в шляпе. Забавные исландцы, викинги, блин. Польша ждет подвоха, видимо, опять. А вот Италия куда-то поехала на скейтборде. Ну, в общем-то, вот такая карта. Спасибо Виктору. Следующая карта нам прислал Никитой. Это карта Аль-Идриси. По мнению многих, это лучшая карта Старого мира. Она была нарисована мусульманским географом Аль-Идриси еще в далеком 1154 году. Ее использовали в своих путешествиях известные исследователи, такие как Васко да Гама и даже Колумб. Он был настолько хорош, что на протяжении 300 лет географы копировали эту карту без изменений. Да-да. Вы наверняка скажете: Безарыч, какая часть планеты тут показана, я не понимаю. Но внимание! Чтобы понять, что тут изображено, нужно сделать одно движение, а именно повернуть карту. Вуаля! Теперь знаете, узнаете старушку Европы. Тут и Африку видно, и Азию. Прикольно, да? Вот еще, кстати, вариант этой же карты, только помещенный в планету. Ну, тоже так прикольно. Выглядит все тут понятно, по сути, да, что где. А это, на секундочку, 1154 год. Следующую карту прислал Магомед. Это карта Африки, а точнее процент белого населения на африканском континенте. Как видно, по большей части Африки преобладает, конечно же, темнокожее население. Тут белокожих менее 1%, а вот на юге Африки как раз наоборот. В Намибии, например, ЮАР больше 5% белокожего населения. Также прилично около 4% в Ботсване, Сенегале. Но в целом, конечно, темнокожих в Африке очень много. Вообще темный цвет кожи приспособлен к жаркому климату, так же, как и светлокожие. Северяне приспособлены, так сказать, к холодному. Природа знает свое дело, как ни крути. А это карта от хомяка. Да не, от подписчика с ником хомяка, а не от реального хомяка. Это карта, как звучат страны и названия стран Европы на немецком. Как видно по карте, многие страны звучат почти так же, как на английском языке. Ну, Испания, там, Португалия, Исландия, Швеция, Украина. А вот другие, например, также Россия звучит как Русленд. Как-то резко, как будто обзывалка какая-то. Эй, Русленд! Беларусь еще круче звучит на немецком. Вайс Русян. Типа Белая Россия. Они не могут сказать просто белорусы, видимо, поэтому и так вот Вайс Русян. Сама Германия также звучит иначе. Deutschland. Франция Франкрайх. А вот Великобритания вообще странно как-то звучит. Смотрите-ка. Вариенгейтс Кёниграйх. Вот такая страна.
Остальные страны вы сами почитаете, нажмете на паузу. Ну а мы идем к следующей карте. Следующая карта от Сергея. Карта лесов России. Как пострадал лес с 2001 по 2020 года. Красным отмечены территории лесов, которые пострадали в результате лесных пожаров. Зеленым же леса, которые вырубали и продавали как сырье за границу. Ну или просто под какие-то нужды вырубали. Как видно, матушка природа знатно жгет леса, но это естественный процесс. Лес очищается, обновляется, а вот вырубка – это уже другое. Ладно бы вырубали и сажали новые деревья, как это, например, делают в Китае. Там сильно вырубили леса в свое время, и вырубку вообще запретили. Мало того, заставили посадить деревья, и теперь уже в Китае растет новый лес. Кстати, любопытно, читал как-то, что Китай лидер по продаже древесины, хотя лес в Китае вырубать запрещено. Либо тут кто-то продает лес в Китае, либо магия, не иначе. Следующая карта от Таги Разева из Азербайджана. Не знаю, правильно фамилию произнес. Это карта политического отношения Азербайджана к странам Европы. Ну, тут все ясно. Армяне враги, есть конфликт исторический с ними. Остальная Восточная Европа как бы друзья. Западная Европа уже относится, ну так, средне. А вот не очень отношения с Норвегией, Швецией, Грецией, Болгарией. Странно, что Азербайджан, образно говоря, не поделил с Норвегией. Где эти скандинавы, а где Азербайджан? Ну да ладно. Не поделили, так не поделили. Ну и вкусная карта от Саши. С чем любят есть окрошку в разных регионах России? С квасом или кефиром? Кстати, вы любите окрошку? Если да, напишите, с чем вы ее обычно едите. Как видно, тут с кефиром едят на юго-востоке и центральной части России. Интересно, почему так делятся вкусы людей по регионам? Но если вы едите, то приятного аппетита. Ну а мы пошли дальше. Собственно, друзья, парочка карт от меня лично, которые для вас нашел. Первая – это карта выбросов моноксида углерода на планете. Это очень токсичный газ, у которого нет запаха и цвета. Более он известный как угарный газ. Он образуется при горении любых веществ, материалов, содержащих углерод. На карте мы видим, что самые большие скопления этого газа в Китае. Там много предприятий, видимо, заводы, поэтому вот так. Есть много в Африке и также Южной Америке. Частично в России. Видимо, наши крупные заводы, как у нас, например, в Липецке и на ВМК, тоже коптит прилично, знаете ли. А вот еще одна карта. Вот так выглядит самое длинное путешествие на поезде. Возможно, сегодня из Португалии порта в город Хошимин, Вьетнам. Маршрут очень долгий по времени. Нужно ехать, внимание, целых 13 дней. Представляете? Вот это да. Это путешествие. Кто бы хотел проехать так? Сколько стран можно увидеть во время этого путешествия? Крутяк. Да. Ну и, друзья, карта-загадка. Что же это за такие художества непонятные? Что они означают? Пишите в комментариях, что вы думаете. А, так сказать, я вас всего лишь попрошу поставить лайкос под видео, если вам понравилось. Написать в комментариях ответ на карту-загадку. Ну и так ваши мысли пишите. Ну и, как обычно, увидимся в следующем выпуске. Присылайте, кстати, карты. С вами был Макс, я же Бизарыч. Пока-пока.